Есть еще вопросы? Вы раньше говорили про покупку на падении. Угу. Люди покупают на падении много. По сути, они пытаются усреднить затраты. Как вы думаете, почему люди усредняют затраты на медвежьем рынке, а не на бычьем? Редакция сайта Crypto.ru перевела для вас вторую часть выступления Пола с канала CryptoFactor, в котором он рассказывает о 3 мифах, которые тормозят ваши инвестиции. Пишите в комментариях ваши собственные наблюдения касательно данной темы. А если вы на канале впервые, обязательно подпишитесь и поставьте нам лайк. Окей. Итак, во-первых, я считаю DCA полнейшим дерьмом. Я предпочитаю DSA. И я изобрел этот термин. Вместо усреднения долларовой стоимости лучше усреднять долларовые колебания. Проще говоря, лучше покупать на свингах, а не зависеть от каждой недели, если это имеет смысл. Единственное исключение — это биткоин. И нет, я не биткоин-максималист, я щиткоин-минималист. Но, когда вы делаете DSA, слушайте, вам нужно думать об этом как о бизнесе. Я ранее привел пример с магазином. Да, вы могли бы купить что-то со скидкой. Однако пока вы продолжаете это делать, вы упускаете другие возможности и ждете, когда этот товар снова вырастет в цене и преодолеет сопротивление. У вас есть монета, вы ее любите. Никогда не проявляйте эмоций по отношению к монете. Не женитесь на ней, торгуйте ей, вкладывайтесь в нее, но не женитесь. Вы еще молоды, слишком молоды для женитьбы. Вы уже женаты. Вы просто раньше не подняли руку. Даже на медвежьем рынке усреднение. Что вы собираетесь усреднять? Я понимаю, если это биткоин, но если это любая другая монета, то откуда вы знаете, что именно она станет нарративом? Откуда вы знаете, что она взлетит? Откуда вы знаете, что это та самая монета? Потому что на последнем бычьем рынке все говорили про игры как самую лучшую вещь, самую большую вещь. Лично я говорил про ИИ. И я говорил, что по большей части ИИ будет управлять этим рынком. Так и произошло. Но я смотрел и на другие монеты. У меня была Solana. Я предсказал рост на отметке в $2 и вновь купил ее на уровне $8,5. Но я не пропустил Virtuals, не пропустил Куки, не пропустил все эти монеты, росшие бешеными темпами, потому что мой капитал не был заблокирован. Да, если вы трейдер, то есть отличия. Но, во-первых, если вы трейдер, то вам на самом деле не следует много торговать альткоинами, особенно если вы дневной трейдер. Делает внутридневные операции без переноса открытых позиций на следующий день. Есть большие риски. Таких же результатов можно добиться, если торговать биткоином с использованием кредитного плеча. И у вас будет история цены. Вы сможете провести технический анализ, потому что большинство ошибок. Кстати, в крипте люди тоже проводят технический анализ. Но люди проводят технический анализ монеты без истории цены. Это я видел на YouTube. Монета появилась лишь несколько недель назад, а они такие: «О боже! Она пробила сопротивление, она сделала поддержку, она...» Вы о чем вообще? Цены нет. Это так не работает. Итак, лучше хранить биткоин и нарратив, связанный с альткоинами. И это будет ставкой на нарратив. Это высокорисковая ставка. Вам понятно? Есть еще вопросы? Сейчас прозвучит странно, но недавно во Франции задержали парня из-за крипты, из-за программы, которую он запустил. Но когда они разобрались, как работает его софт, его отпустили. Это вызвало такой резонанс, что они даже изменили закон. И это происходило часто. Много таких случаев. Итак, как нам анализировать инфлюенсеров? Потому что обычно судят по тому, сколько циклов держится человек. Обычно анализируют по этому. Но это работает не всегда. Как нам анализировать ломов? Ну, во-первых, вам не следует подписываться на многих людей в ТикТок для получения финансового совета. Зачем бы вам проводить технический анализ инфлюенсеров, а не анализировать монеты и учиться проводить теханализ самостоятельно? Потому что вы хотите научиться исследовать кого-то, исследовать инфлюенсера. Какой в этом смысл? Я понимаю, если вы криптопроект. Вы можете попросить немного метрик. Первое – время удержания. Потому что вот что обычно делают мошенники. Да, давайте немного поговорим о действиях мошенников. Это и для зрителей тоже. Если вы зритель и у вас нет криптокомпании, то я поясню. Чтобы понять, как работают мошенники, вы должны осознать, как ломы и крипто-ютуберы получают деньги.
Обычно им платят 3 способами. Номер 1. Через распределение. Это значит, что они покупают ваш токен по более низкой цене, чем при закупке. И когда монета запускается, они обманывают аудиторию. Второй способ – бесплатное распределение. Они бесплатно получают эти токены, а затем, когда проект запускается, они обманывают аудиторию. Третий путь – они получают стандартную ставку или гибридную модель. И если они найдут способ обмануть аудиторию, то сделают это. По сути, вот так работают криптоютуберы. Быть криптоютубером и инфлюенсером очень дорого и очень трудно. Как бы многие люди думают, что мы просто сидим и снимаем ролики. Нам весело, мы сняли видео, нам платят. Отчасти это так, но вы должны понять, чтобы быть успешным криптоютубером, вам следует знать, как пользоваться камерой. Вам нужно уметь писать сценарии, вам нужно играть роль, вы актер. Нужно уметь монтировать видео, нужно быть графическим дизайнером, чтобы создавать иллюстрации. Нужно знать SEO для поисковой оптимизации роликов. Это много. А еще оборудование. Научиться пользоваться камерой, настраивать свет и звук. Срань господня. А это еще и нужно купить. И вот что происходит. Криптоютуберы покупают просмотры и подписчиков. Есть еще кое-что по поводу алгоритма. Когда вы покупаете просмотры и подписчиков, вначале вы обманываете компанию. Отлично. Вы получаете 5000, 1000 просмотров этого проекта. Но конверсий не будет. Дело в том, что алгоритм видит эти просмотры и видит, что нет удержания после 30 секунд и далее. Это сигнал для YouTube, что никто не заинтересован в этом ролике. Так что они не показывают его новой аудитории. Хорошо. Это сработает 1-2 раза, а дальше что? В следующий раз, когда они снимают видео, YouTube сперва предлагает его ключевой аудитории, а это боты. Насколько я знаю, боты не заинтересованы в вашем контенте. И теперь никто не смотрит, нет удержания, и приходится опять покупать просмотры, лайки и комментарии. И это превращается в замкнутый круг. И вот уже существуют криптоканалы, нацеленные только на обман криптопроектов. Они переделывают старые YouTube-каналы или покупают новые YouTube-каналы. И все это фейк. Я собирался показать это ранее сегодня и могу показать кому угодно позднее. Могу показать статистику, но проекты не видят конверсию. Они требуют больше просмотров и больше подписчиков. Ютуберам нужно покупать больше просмотров и подписчиков. И это бесконечная петля. Вас всех обманывают. Итак, вам нужно начать анализ. Попросите время удержания. Попросите, чтобы ютуберы показали вам время просмотра их роликов. Они дадут его вам. Попросите вашего агента. Агенты работают с тысячами ломов. Им плевать. Они хотят лишь деньги. Большинство из них не все. Я на самом деле запустил агентство Digifire Marketing. И мы будем работать с несколькими криптоютуберами, имеющими настоящие просмотры, настоящую конверсию. И, кстати, если кто-то хочет связаться со мной очень быстро, посмотрим, работает ли теперь. Секунду. Кстати, это презентация, которую вы пропустили. Очень круто. Везде знаки вопроса. Секунду. И, кстати, если у вас еще есть вопросы, поднимайте руку, вам дадут микрофон. Да, я думаю, наше время истекло. Так что один последний вопрос. Хорошо, один последний вопрос. Кстати, многие криптоютуберы не знают, что обманывают людей. Многие думают, что... ну давай же. Не волнуйтесь, я быстро доберусь до этого слайда. Кстати, это мой пес. Он вас любит. Так, многие думают, что некоторые... Я делаю неправильно. Так, многие думают, что, например, ломы, крупные ломы, обманывают свою аудиторию. Но это не так. Смотрите, на самом деле мы блокчейн. И часто мы находим кошельки криптоинфлюенсеров. Например, Алекса Беккера. Он мне нравится. И вот что он делает. Он снимает ролик о токене, тот растет, люди продают этот токен. Проблема в том, что многие люди выследили его кошелек, следят за ним онлайн на Arkham. И они видят, какие токены приходят. Они тоже покупают их. А когда Алекс выпускает видео, они начинают сбрасывать их. Это не он вас обманывает, а другие люди. Но теперь все зашло дальше. Мошенники теперь отправляют бесплатные токены на эти кошельки. Все думают, что Алекс покупает эти токены. А он даже не снимает ролик.
Они просто обманывают вас напрямую, так что избавляйтесь от посредников. Это блокчейн, так? Итак, последний вопрос. Постарайтесь побыстрее, пожалуйста. Как проект может уничтожить лома? Друг, держи микрофон ближе к рту. Как проект может уничтожить лома? И как проекту связаться с ломами, которые не обманывают? Окей. Как проект может уничтожить лома? Я думаю, исследованием. Попросите их метрики. Запросите время удержания первые 30 секунд. Нужно, чтобы больше 50%, 60% людей продолжали смотреть. Затем посмотрите время просмотра в целом. Смотрите все. Большинство этих цифр на YouTube раздуто. У меня 53 тысячи подписчиков. Обычно я получаю 1-2 тысячи просмотров за ролик, так? И это может быть больше или меньше в зависимости от ниши и ваших действий. Но конверсия гораздо выше, чем у роликов с 10-20 тысячами просмотров от ломов. Вам нужно найти надежный источник, а это я. Можете отсканировать код и связаться со мной. Но вам нужно научиться анализу. Кстати, если хотите задать еще вопросы, задавайте потом. Я буду тут неподалеку. Не хочу тратить ваше время. Большое спасибо. Люблю Nordic Association. Спасибо, что пришли. Очень вас ценю. Если вы еще не подписаны или не поставили лайк, то самое время это сделать. И обязательно смотрите первую часть данного видео, если по каким-то причинам пропустили. Переведено и озвучено редакцией сайта Crypto.ru.